Чао Рагацзи, швейцарский художник Жан-Этьен Лиотар, вошел в историю благодаря самой известной и самой растиражированной картине «Прекрасная шоколадница». Некоторые искусствоведы называют ее шедевром, а другие считают обычной картиной, которая просто оказалась в нужном месте в нужное время. У художника есть и другие картины на тему шоколада. Они неплохие, как и все другие его картины. Но среди всего его творчества всемирно известна и уже несколько веков как беспрерывно актуальна только одна работа. Есть 4 причины, по которым она стала чрезвычайно популярной. Первая причина – в 1745 году, когда Лиотар путешествовал по Венеции, он продал свою картину итальянцу Франческо Альгаротти. Это серьезный коллекционер и искусствовед, который играл весомую роль в развитии западноевропейской культуры XVIII века. Он занимался пополнением музейных и личных коллекций многих влиятельных личностей, в том числе королевских. В его письме к другу-коллекционеру мы читаем: «Я купил картину знаменитого Лиотара. Картина почти полностью лишена теней. Фон практически белый. Картина написана в полутонах с незаметными градациями света. Поэтому эта картина европейского художника могла бы понравиться китайцам, которые, как вы знаете, являются заклятыми врагами теней». Благодаря этим письмам очень близких друзей-коллекционеров, мы понимаем, что покупка этой картины была чисто инвестицией в культурный диалог между Западом и Востоком. Если бы не ее стилистика, похожая на китайскую живопись, то она, скорее всего, затерялась бы на фоне других однообразных картин современников художника. Что и случилось с другими его картинами на тему шоколада, которые написаны в европейском стиле. Как и в то время, так и сегодня они, будем честными, они никому не интересны и мало кому известны. Причина вторая – это красивая легенда. По легенде, в 1740 году богатый аристократ зашел в кофейню, чтобы попробовать новый рецепт шоколадного напитка. Но аристократ был настолько очарован обаянием официантки, что влюбляется в нее с первого взгляда. И несмотря на возражения своей семьи, он взял нищую девушку в жены. Поэтому этот портрет стал свадебным подарком и вечной памятью о волшебной силе шоколада. Но если говорить по-честному, то нам совершенно неизвестно, кто эти личности. Эта версия не имеет никаких исторических доказательств. Но, разумеется, сказочная легенда о Золушке, как вы понимаете, делала эту картину чрезвычайно популярной среди молодых девушек. Об этой картине говорили все. Богатое общество с осуждением, а средний и низший класс с восторгом. Но каждая девушка хотела обладать миниатюрой этой картины. Потому что такая история дает надежду, что любая девушка может встретить своего принца на белом коне, который полностью перевернет ее жизнь. Поэтому рынок, бизнес понимал, что это гениальная история для того, чтобы использовать ее в маркетинге. Третья причина популярности картины. В 1862 году американская шоколадная компания приобрела права на использование картины в качестве своей торговой марки, благодаря чему эта картина вошла в историю как в Америке, так и во всем мире. А это значит, что картина «Прекрасная шоколадница» уже становится частью не только истории живописи, но также и истории дизайна. Подобным образом модифицировать и адаптировать изображение шоколадницы начали и многие другие шоколадные компании. Четвертая причина популярности картины скрыта в самой картине. Шоколад налит в расписную фарфоровую чашку. Это не просто фарфор, это элитный фарфор Meissen, самой первой европейской фабрики, основанной в 1710 году. В XVIII веке эта компания вытесняла из рынка знаменитый китайский фарфор. В первые десятилетия она даже полностью копировала узоры китайского фарфора. То есть картина «Шоколадница» стала не только одной из первых изображений фарфора, но также она стала презентацией торговой марки знаменитого мейсонского фарфора. Allora, резюмируем все сказанное. Жан-Этьен Лиотар написал только эту картину в совершенно нетипичном для него стиле. Благодаря этому он не затерялся на общем фоне придворных художников XVIII века. Другие его картины хорошие, но абсолютно однообразные, такие же, как и работы его современников, которые так же, как он, специализировались исключительно на слащавых портретах аристократов.
Как вы думаете, почему эта картина настолько выделяется среди всего его творчества? Вам не кажется, что картина «Прекрасная шоколадница» — это хорошо продуманный рекламный ход торговых компаний, которые заказали у художника картину с четко поставленным сюжетом и уже с готовой красивой легендой, которая на 100% понравится народному большинству? И была заказана в определенном наиболее выигрышном для продукт-маркетинга стиле живописи. Или вся эта логическая цепочка совпадений — это все-таки чистая случайность? Может быть, на картине действительно изображена никому неизвестная нищая служанка, на которой женился никому неизвестный богатый аристократ, и причиной их взаимной вечной любви стала чашка шоколада. И художник настолько сильно вдохновился этим волшебным чудом, что создал шедевр на все времена. Ma ragazzi, non è tutto ora quel che